Всем привет! У нас очередной заказ. Это резак нехромовый для подключения к станку для резки пенопласта. Длина нехромовой проволоки рассчитана на метр 20 сантиметров, то есть на 120 сантиметров. Вот. Поедет он у нас Республика Башкортостан, город Кумертау, заказчик Артур. Аппарат вес 5 килограмм. Вот, размер у него 22 на 12 и на 15. Вот. Регулировка накала тоже присутствует. Также у нас на передней панели присутствует это термометр электронный. Вот, включим, потом покажу все. Он показывает температуру нашего трансформатора, который стоит здесь. Вот, температуру не превышать 70 градусов, то есть стоит защита. Защита тоже, индикатор лампы присутствует. Как только сработает защита, эта лампа погаснет. В нормальном состоянии она горит, включена, светится. Также есть индикаторная лампа сетевая 220 вольт, тоже она включена. Когда включаете, она светится. Клавиша дополнительная стоит, это у нас для разогрева нехрома. Вот. Если вы пользуетесь проводной кнопкой, которая на проводе, да, которая подключается к станку, можно будет подключить, например, нехромовую проволоку, да, вот через этот переходник, и пользоваться уже вот этой кнопочкой. Вот. Если у вас подключено через вот этот разъем проводной кнопкой, вот эта проводная кнопка в комплекте идет, разъем подключаете вот в этот разъем и кнопочку встраиваете уже в сам станок для резки пенопласта. Вот, и уже этой кнопкой можете уже управлять вот, на самой гильотине. Вот. Если вы этой кнопкой, например, не пользуетесь, да, вытащили, отдельно куда-то его отнесли и пользуетесь где-то в другом месте, уже без станка, вот, можно воспользоваться вот этой кнопкой. Она дополнительная кнопка, чтобы не пользоваться проводной кнопкой. Вот. Разъем для подключения нехрома, то есть вот этот разъем идет у нас в комплекте, и подключается нехром вот этими проводами, нехромая проволока. Вот. Также в комплекте идет шнур сетевой 220 вольт, и в комплекте нехромая проволока, ее здесь примерно около 20 метров, толщина нехромой проволоки 0,5 миллиметров. Вот, также здесь у нас крепление к самому станку саморезами. Вот, и предохранители плавки запасные. Вот, крепление крепится здесь у нас штатно. Вот саморез выкручивается, и сюда крепится уголок. И также в самом конце. По обоим сторонам 4 крепления. Можно будет прикрепить к самому станку, чтобы не уронить случайно его, да. Вот. Если не хотите прикреплять, можете оставить его прям так, не прикрепляя. Так, имеется складная ручка сверху. Снизу имеются ножки пластиковые. По бокам у нас вентиляционные решетки для выхода теплого воздуха. Вот. И сзади у нас есть кулер, который постоянно охлаждает наш трансформатор. Вот. Засасывает воздух и теплый выкидывает с решеток. Кулер, он работает постоянно, вентилятор. Вот, если даже отключится по защите, сработает защита, то кулер, он работает постоянно, охлаждается, он не отключается. Как только включили сеть, он начинает работать. Вот. Также у нас здесь на задней панели расположена кнопка сетевая 220 вольт. Здесь у нас посередине находится это плавкий предохранитель и разъем сеть 220 вольт. Так, все, в принципе, рассказал. По индикатору защита, она светится постоянно, да, лампочка. Как только защита сработает, она гаснет, лампа. Вот. По термометру можно будет наблюдать и смотреть за перегревом трансформатора. Не допускать перегрев. Как только смотрите, уже подходит температура трансформатора ближе там 50-60 градусов, то пускай лучше подостынет. Ну, конечно, если он, конечно, до таких температур у вас будет разогреваться, вот, если будете беспрерывно работать, это уже посмотрите в ходе работы. Вот.
то, что можно будет наблюдать по температуре и заранее, например, прекратить работу и пускай пока он подостынет. Вот. В принципе, все. Сейчас мы его включим, проверим, продемонстрирую, что нихром разогревается, пенопласт режет. Вот, и затем мы его будем отправлять транспортной компании СДЭК, как и договаривались. Так, вот я подключил нихромовую проволоку, вытянул ее из спирали, вытянул пассатижами, выровнял, вот, и она стала ровненькая. Здесь этой проволоки 1,10 м, 110 сантиметров. Вот, подключил ее через колодки латунные. Подключил наш аппарат через розетку 220 вольт. Вот, и желательно подключать, конечно, правильно, да, то есть определить, где в розетке фаза, где 0. И вилку втыкать тоже желательно правильно, так как здесь указано на вилке L это фаза и 0 это 0, нейтраль. Вот, и на розетке тоже желательно замерить, где находится фаза, где 0, и включать правильно, потому что 0 идет напрямую на трансформатор, а фаза, она разрывается, вот, и отсекает термостатом при перегреве, кнопочка отсекает, да, включение, вот, фазу. Вот. Если ошибетесь, ничего страшного не будет, но желательно, конечно, подключать все-таки фаза 0. Вот. Так, сейчас мы вот проверим их, включим наш аппарат. Клавиша у нас находится в нулевом положении, это разогрев нихрома, так как мы не будем подключать проводную кнопку. Вот, проводная кнопка, она будет подключаться, да, к самой станку, вот, здесь, потому что здесь не заизолировано, нужно будет отпаять и просунуть в сам станок, да, в профиль, например, встроить эту кнопочку, вот, прорезать место для кнопочки или просто примотать, я не знаю, на изоленту. Это уже как вам будет удобней. Так, смотрим то, что у нас кнопка на нуле стоит, разогрева нихрома. Вот, регулятор выкручен на максимум. Так, все, включаем на задней панели кнопку сети. У нас включился термометр, показывает 25,6 градусов температуру нашего трансформатора. Вот, включилась индикаторная лампа защита 70 градусов, которая рассчитана до 70 градусов, да, защита. Вот, не превышайте заданные параметры. Вот, и включилась лампа индикаторная сеть 220 вольт, включился кулер, слышно, как он работает, и выгоняет воздух из решеток. Вот, теперь мы включаем клавишу разогрева нихрома. Вот она тоже включилась, лампа индикаторная в этой кнопочке. И берем наш пенопласт и вот мы его режем. То есть он режет. Если слишком сильно раскалена, например, можно будет подубавить регулировкой. Регулировка накала тоже присутствует. Вот. Вот таким вот образом он режет. Все. Так, все, мы когда поработали, на клавишу нажали, и сюда уже не подается напряжение, и он уже остывает. Буквально где-то секунд 5-6 нихромовая проволока остывает. Так, по поводу технических характеристик, то есть у него на выходе 24 вольта трансформатора и 8 ампер. То есть аппарат работает на трансформаторе на мощном, вот, железо мощное, намотан качественно, поэтому его хватит, этого аппарата, вам надолго, если, ну, будете пользоваться этим аппаратом правильно, да, не перегревать. Вот. Ну, в принципе, здесь защита есть от перегрева, 70 градусов, это нормально. Трансформаторы могут кратковременно работать до 110 градусов, вот, а здесь у нас рассчитана защита на 70 градусов, поэтому аппарат будет у вас работать долго. Вот.
Все, мы его проверили, как он работает. Сейчас мы его пакуем и отправляем транспортной компанией СДЭК, как и договаривались. Все, всем пока, до новых встреч.